Всем привет, друзья! Мы по-прежнему продолжаем работать для вас в условиях удаленки, и сегодня я хочу вас немножечко ознакомить с последними новостями Virtus.pro. Ну что, мы анонсировали новый состав, второй, он называется VP Prodigy, и нет, это не рофл, 1 апреля это всего лишь совпадение, ну и тем более 2 апреля у команды уже начинаются первые официалки. Дело в том, что информацию о новом составе сохранить в тайне действительно было сложно, но до 1 числа все еще находилось в процессе обсуждения, урегулирования, подписания контрактов, поэтому как только стало понятно, что все ребята подписаны, мы сразу же сделали этот анонс. Ну, начать рассказ о новом составе, наверное, следует с того, что в него вошли Егорыч и Виталич, те ребята, которые уже были в основном составе, не так давно его покинули. Собственно, после этого они играли в рамках Везга, но, как вы все знаете, на турнир они не поехали. И, собственно, после этого они стали играть КВшки с потенциальными кандидатами, которые могли бы войти в состав вот молодежной вот этой сборной. Собственно, у ребят был такой своеобразный шорт-лист примерных кандидатов, с которыми они играли, рассматривали их, тестировали и принимали решения. В том числе к ним присоединился к этому процессу менеджер нашего Fortnite состава Александр Колос. Звучит это неожиданно, но у Саши действительно есть опыт в доте, и он им очень помог. Естественно, параллельно с этим процессом наш генеральный менеджер Сергей Гломозда лично общался с каждым из потенциальных кандидатов, а также не только с кандидатами, но и с людьми из индустрии, которым он доверяет, показывал состав на бумаге. Собственно, когда уже все стало понятно, что состав рабочий хороший, началась работа по подписанию игроков. Собственно, с момента, когда основной костяк сформировался, парни начали играть КВшки с СНГ командами, с европейскими командами и даже с основным составом Virtus.pro. На текущий момент в команде нет ярко выраженного капитана, есть Виталик Сейв, который отвечает за драфты, но в остальных процессах ребята стараются мыслить коллегиально и все решения принимать сообща. Но это если говорить вот про игровую их коммуникацию. В том числе к новому составу присоединился Ростислав Лозовой, он же FN. Этот парень для нас далеко не новичок, он уже много раз выручал Virtus.pro, играл на позиции стендына с нами, на нескольких турнирах. Собственно, сейчас с новым составом они сыгрываются, он очень много подсказывает. Ну и, в принципе, у Ростика довольно-таки большой продолжительный опыт на про-сцене. Я думаю, что это всем пойдет только в пользу. Первая встреча, которая нас ожидает, наша первая официалка, будет с составом Дэнди. Всем нам очень интересно посмотреть, как ребята сыграют. Надеемся на отличный результат, но, в принципе, на сегодняшний момент никто не ставит такую планку составу, что вы должны обязательно только победить. Естественно, сейчас никаких завышенных требований к ребятам нет. Это все-таки такой молодой состав, цель которого все-таки подготовить кадры, научить ребят чему-то и просто посмотреть, на что они способны. В общем, просим любить и жаловать новый состав Virtus.pro VP Prodigy. Я думаю, что это вообще хорошая инициатива, потому что их не так много встречается у других клубов, когда у тебя есть своя такая молодая кузница талантов. Естественно, многие из вас будут ассоциировать и уже ассоциируют название нового состава Prodigy с небезызвестной, далеко не безызвестной музыкальной группой, но прежде всего смысл этого названия немножечко другой, то есть дословный перевод слова Prodigy — это одаренный человек. Вот эти вот 5 одаренных ребят и будут демонстрировать настоящий смысл названия их состава. Но это еще не все. Конечно же, у меня есть для вас специально заготовленная плюшка. Сейчас мы выйдем на связь с Ростиславом, с Фенчиком, зададим ему самые актуальные животрепещущие вопросы и услышим его комментарий. У нас на связи Ростислав, Фенчик, приветики. Добрый вечер. Слушай, чем ты занимался сегодня вот весь день? Сегодня 1 апреля. Да, в целом это такой же день, как и вчера, и какой же будет завтра. Встали заранее, сыграли несколько паблик, поиграли матчапы 2 на 2, отрабатываем. И сыграли скримы, разобрали скримы, так сказать. Игру посмотрели наших соперников будущих. Это играли Киберлегаси против ОГС. И в целом будем готовиться к завтрашнему матчу. Вроде бы ничего не упустил. Обычный рабочий день, продуктивный. Сколько времени вы уже проводите вместе вот в таком составе VP Prodigy? На самом деле, если рассматривать именно плотный такой тренировочный график, наверное, около 3 недель, где мы начинаем серьезно подходить к играм, есть идея, записываем драфты, фиксируем всякого рода ошибки и недочеты, то есть в целом, да, я думаю, около 3 недель. Я думаю, что весь интернет, весь твиттер, всю комьюнити сейчас очень волнует вопрос, почему ты стендин? Все довольно просто. Это вопрос был изначально мой, потому что
Изначально я был не совсем уверен, у меня были немного, помимо этого варианта, у меня были еще варианты, и я хотел сделать все максимально правильно для себя в первую очередь. Я до конца не был уверен, потому что вместо меня еще рассматривали ребят, и потом вышло все так, что я сказал, что хочу, мы детали обсудили, но так как одно дело это говорить на словах, а другое делать, мы пришли к тому, что будет тестовый период 2 месяца. Я лично Сергея попросил, и, соответственно, я хочу посмотреть, как это все будет на дистанции, и если все это будет довольно положительно и продуктивно, с последующими результатами, то мы будем дальше вести разговор о продолжении сотрудничества. Правильно ли я понимаю, что у тебя сейчас относительно других ребят в составе в этом новом опыта немного больше, да, там на про-сцене, как про игрока? Как сейчас происходит? Ты больше делишься какой-то информацией полезной, или все-таки они тоже тебе дают какие-то новые знания, потому что они там моложе, может, у них взгляд другой? Я думаю, это больше сводится к равноценному обмену информацией. То есть мне ребята говорят что-то конкретно за игру, там за что угодно, возможно, за этим билд, за какое-то малейшее передвижение или еще что-то, а я больше говорю за какие-то основополагающие и базовые вещи, например, дисциплина, порядок, отношение к игре, отношение к тренировкам, то есть вот такого плана вещи, наверное, больше я за них отвечаю, по крайней мере, стараюсь. Слушай, ну что, у вас завтра, 2 апреля, первые официалки стартуют. Я думаю, тебе наверняка есть что сказать людям, которые посмотрят это видео, всем, кто за тебя болеет, поддерживает тебя, и фанатам Virtus.pro в том числе. В общем, вперед! Спасибо, ребят, что поддерживаете, в принципе, Virtus.pro. На самом деле, с анонсом вышло довольно забавно. Это не первоапрельская шутка, просто так совпало. И будем стараться в первую очередь для себя, и потом уже для наших фанатов. Спасибо. Ну что, всем нам лишь остается пожелать удачи VP Prodigy, болеть за них в их первых официальных матчах. Кстати, очень удобно. Теперь у вас есть целых 2 команды Virtus.pro, в 2 раза больше матчей, и болеть будет за них, я думаю, приятно. Если вы до сих пор не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, напишите в комментариях, что вы вообще думаете о новом составе, об этих игроках, и поставьте лайк, не забудьте.